поговорим о лаках, как выбрать для себя продукт. Да? Многие маляры задают такой вопрос. Можно аналогию с краскопультом, с окрасочным пистолетом провести. Какой пистолет окрасочный хороший? Ты посоветуешь? Много хороших краскопультов, много хорошего оборудования, но если оно не подходит под ваш компрессор и под ваши условия работы, то вы просто с ним будете мучиться. Если будет компрессор работать на пределе, если это будет HVLP пистолет в гараже, который будет большой объем воздуха, вы выносить из себя, да, и собирать все это вокруг, всю эту пыль, то это не очень хороший вариант. Надо брать что-то более на низком давлении работающее. Также и с лаками. Нет такого понятия, как хороший лак. Они все по-своему, у них свои преимущества, поэтому нужно выбрать конкретно под ваши задачи. Предлагаю рассмотреть вот по порядку их. Первое, интересный вариант лак 8000. Интересен тем, что я в принципе аналогов в данный момент не знаю. Для какой-то подетальной прокраски, когда вам нужно машину сегодня отдать, вы не хотите это все растягивать, бампер, там, крыло, дверь, на самом деле многие умудряются целиком машины красить. Я лично ни разу этого не делал, но хочется уже попробовать на самом деле. Самое интересное, что лак сохнет час-полтора до момента полного высыхания. То есть не полного высыхания, а до момента, когда мы его можем полировать. Полное высыхание — это все равно полная полимеризация. То есть через 1,5 часа мы можем его отполировать, собрать машину и ее отдать спокойно. При 20 градусах, да. Сушить его при повышенной температуре, то есть инфракрасной лампой, я бы не рекомендовал. Фишка в том, что он без температуры нормально сохнет. Поэтому при температуре я не вижу его смысла. Итак, час-полтора это быстро. Если напотечить им нереально, он такой предсказуемый, он растекается так, как надо. Приезжает друг и говорит: я ударил маму на машину, мама в 6 часов приходит. За 2 часа можно справиться, в смысле отполировать, ну, естественно, не такой там крупной жесткой полиролью, а так легенько, хоп-хоп и все. А иногда можно даже и не полировать. Кстати, переходные у вас есть вообще? Есть. Тоже поговорим о добавках, наверное, после лаков к добавкам перейдем. Все почему-то боятся, первый раз, кто пробует лак, боятся его применять, то есть говорят, а что с ним будет дальше, а как он там будет колки, не колки, почему-то все про колкость говорят, как он будет потом выглядеть. В этом плане можете не переживать. Единственное, что нужно его правильно нанести. А здесь есть такие моменты. Лак жидкий, как вы обратите внимание, да, то есть никакого разбавителя туда не надо. Он после добавления отвертителя еще более жидким станет, порядка 14 секунд вязкость. И смотрите, есть связь давления пистолета и вязкости материала. Более густой материал нам нужно на повышенном давлении наносить. Когда у нас такой жидкий лак, нам нет смысла ставить двойку. То есть это будет просто расход лака, будет маленький перенос и так далее. Поэтому на давлении 1,5-1,6 прекрасно лак наносится. Это ХС продукт. Вязкость и сухой остаток вообще никак не связанные понятия абсолютно. Как определить, какому, если вам интересно, конечно, как отличить ХС, МС это или ВХС лак? Единственное, что обозначает на самом деле его сухой остаток, это вот эти буквы. VOC равно столько-то, 530 в данном случае. Что это такое? Это количество летучих соединений, которые улетят из продукта в процессе нанесения и высыхания. То есть, если их больше, то это уже ближе к МС лак. 8100 это уже лак, который относится к классификации МС, здесь 620, то есть летучих соединений здесь уже больше. Но если вы используете не такое количество разбавителя, как 20%, как здесь положено, а 10%, вы получаете уже лак, который ближе к ХС. Следующий продукт, это 8100. До вот этого лака можно было воспринимать его как экспресс-лак, да? Но когда лак есть, который сохнет 1,5 часа, лак, который сохнет 7-8 часов, уже экспрессом особо не назовешь. Поэтому это такой уже достаточно традиционный лак для таких условий, как сейчас, например. И плюс он еще содержит небольшое количество керамических добавок. То есть для клиента это будет небольшим бонусом. Лак неприхотливый, я бы рекомендовал 10% разбавителя в него добавлять, чтобы можно было удобно его наносить. 2 слоя наносится, в принципе, может любой школьник в принципе работать, никаких проблем не будет. И третий лак в Next, он у нас в маленькой фасовке, есть еще литровая, 5-литровая фасовка. Это ВХС продукт. У него уже самый большой сухой остаток, здесь не указано, по-моему, это 415 грамм на литр. Что значит
слово ВХС. Это толстый лак, который в 1,5 слоя достигает толщины, которую достигает МС-лак за 3 слоя. То есть он очень толстый, им можно работать в 1,5 слоя, можно работать в 2 слоя. Здесь не указано, что мы добавляем в него разбавитель, то есть в идеале работать без разбавителя. Но если вам кажется он густым, ничего страшного не будет, если вы добавите туда 5-10% У разбавителя. него давление нужно очень хорошее такое. Ну да, это такое, если в камере наносить то это 2-2,2 бара как бы, на Между входе. Если, полслоем и слоем сколько промежуток давать или сразу в нон-стоп? принципе, не нужно давать промежуток, можно сразу наносить. Может быть, его тоже сегодня нанесем. Лак можно наносить на любого класса автомобиль, вне зависимости от стоимости, и можете быть спокойны абсолютно в плане его качества. То есть, это действительно крутой продукт. И его цена, она полностью окупается, когда вы работаете в 1,5 слоя. Потому что по факту, вот вчера мы красили панель Жигулевскую, у нас ушло готовой смеси 80 мл на панель Жигулевскую. То есть, конечно, мы всегда с запасом разводим, да, то есть у нас не может закончиться в бачке, но тем не менее 80 мл, хороший шикарный глянец, хорошая толщина, это очень хороший результат. И по факту, если перевести в деньги, то он получается, стоит как МС-лак какой-нибудь. Но при этом вы получаете отличную. А время сушки Время 20-60? сушки при 20 градусах 10 часов, он тоже такой более традиционный по времени. При 60 это 30 минут, в камере 30 минут. Это то, когда ты можешь демонтировать. Монтажная прочность. Смотрите, с самого начала пылесухость, первое, что возникает, да, на лаке. Второе, высыхание на отлип. Третье, монтажная прочность, когда мы можем аккуратненько его уже вешать на машину, трогать там и так далее. Потом рабочая твердость, когда мы можем его полировать, работать катером там, возможно, и так далее. И полная твердость это от 3 до 7 дней. Усадку какой он даст вообще? В плане. ХС он... Чем больше разбавителя, тем больше вероятность. Я сейчас его держал в руках, мы говорим про этот, наверное. Да. То есть, по сути, как нарисовал им На самом шагрень, так деле, она и вот, сохранится. наверное, Не из тяжело этих нарисовать шагрень, так что. лаков, если из лаков Next, например, то самый шикарный глянец все-таки будет на нем. На нем, да. Для таких быстрых лаков, как 8000-ные, тоже будет прекрасно этот лак выглядеть. А полировать вообще как его? М? Полировать как его? По полировке чуть сложнее, сложнее, не знаю, многие не заметят даже, поскольку здесь керамика есть, небольшое количество скретч. керамики, чуть-чуть может быть заметно. Но это заметно, как правило, тем, кто привык к пастам на основе силикона, которые там вымывают. Следующий лак это уже спектрал. Спектрали лаков 7 или 8, про них мы не будем говорить, хотя есть очень интересные лаки. Самый, наверное, ходовой я бы рекомендовал использовать этот лак. Здесь есть керамические добавки, он достаточно неприхотливый, он достаточно долго открытый, чтобы можно было контролировать нанесение. Там есть лаки, которые при нанесении мы остановились, увидели, что мы там что-то пропустили, и исправить мы уже не можем. Потому что все, он уже перестал поглощать обдув. С этими лаками такого не будет. Керамические частицы есть в таком количестве, которое вам не сильно мешает полировать этот лак. Поэтому этот лак я рекомендую использовать там, где очень чистые условия, где минимальная полировка, то есть точечно. То есть есть бочонок ручной для лепестков полировальных, даже шлифовальных. Есть пневмо, премия, по-моему, он такой достаточно популярный был. А это уже электроинструмент, аккумуляторный и как бы просто из практики, вот работая на станции, очень часто бывала такая ситуация. Ты красишь автомобиль, это станция это другое немножко, да? Красишь машину, заходит в камеру мастер и говорит, надо отполировать автомобиль, который ты красил. Он стоит в другом конце ремзоны, и тебе надо 100 метров идти с этим всем набором полировальным, с удлинителями, с пастами, ты все это туда тащишь. А когда у тебя аккумуляторный инструмент, ты делаешь это из одной мусорины, иногда приходилось идти куда-то, потому что там на стойке где-то кто-то ее увидел. А аккумуляторный инструмент, он развивается, и это очень интересно, очень крутая штука. По лакам. Лак это не только смола, которая высыхает и блестит потом, это еще набор определенных добавок, которых мы не видим и которых мы, возможно, не предполагаем. Это различные добавки для растекаемости, для натяжения поверхности, для тех свойств, которые нам нравятся при нанесении. Защита от ультрафиолета, керамические добавки. Кстати, я бы хотел, наверное, эти добавки иметь тоже, чтобы показать в лабораторном варианте. И
результаты ультрафиолетовой камеры нескольких лаков. Первый, самый плохой, то есть участок свечения, это вот этот квадратик, он имитирует нахождение машины на солнце несколько лет. То есть однокомпонентный лак, он даже потрескался. Он вообще не защищает базовую краску от выгорания на солнце. Второй лак, который просто не содержит, двухкомпонентный лак, это бюджетный лак, который просто содержит очень мало или вообще не содержит защиту от ультрафиолета. Третий и четвертый варианты это лаки с хорошим уже набором этих добавок, присадок, как их еще можно назвать. Поэтому, покупая определенный продукт, когда вы за него платите определенную сумму, вы платите и за это тоже, чтобы автомобиль у клиента сохранял свой цвет. Да, это наиболее важно, когда машина красится в кэнди. Значит, для этого должен применяться лак с максимальной защитой от ультрафиолета и лак с максимальной толщиной. А в идеале это два лакирования. То есть первый слой лака, толстый слой лака мы сушим, мы его шлифуем и наносим еще слой лака или два слоя лака с хорошей защитой от ультрафиолета. Ну, одним из вариантов можно взять вот такой лак, потому что у него очень большой сухоостаток и очень хорошая защита от ультрафиолета свойства. Таким образом, вот с двух слоев я получал 80 микрон только лак. И, к слову говоря, о толщине, у каждого продукта есть минимальный диапазон, есть максимальный диапазон. И многие маляри считают, что лака много не бывает, все, что осталось, нужно вылить на машину обязательно, и не надо выливать его в ведро. Иногда, когда лака слишком много, он выглядит гораздо хуже, чем когда его нормальное количество на поверхности. Поэтому, Нет, чем большой бонус вот этого лака, что нету вот этой межслойки. Ты 15 минут ходишь, что-то делаешь. То есть ты полслоя нанес, сразу же слой завалил, 10 минут, ну, если он есть, 15 минут полировка, и клиенту счастливому отдал, до свидания, следующая если машина. вы То есть хотите это... ускорить, Да, то в этом плане. лучше не с помощью добавки ускорителя, потому что она портится, с помощью лака. Вы просто берете другой лак. К слову о них я расскажу, может быть, просто вам будет интересно. Есть другие лаки в линейке, есть лак, который сохнет 20 минут, есть лак, ну, при 60 градусах, я имею в виду в камере, есть лак, который сохнет 15 минут. До определенного времени он был самым быстрым в нашей линейке, и не только в нашей, мы очень много за счет него многого добились. И есть сейчас лак, который сохнет 5 минут при 60 градусах. То есть вот это выглядит следующим образом. Вы залачились, камера вышла на 60 градусов, вы убедились, что не только камера нагрелась, но и машина нагрелась до 60 градусов, потому что я уже ошибался с этим лаком, потому что лак сохнет всего 5 минут, а если он не успел нагреться за эти 5 минут, то он просто не сох в это время. Через 5 минут вы выкатываете машину, она готова к полировке. Все. На этом как бы все закончено. И солярки вы тратите не как за 45 минут, за час, а как за 5 минут. Разделить, как бы, соответственно, там, на 9 можно, да, сразу расход солярки, расход энергии. И этот лак, в принципе, окупается в какой-то степени, ну, в большей степени окупается. Если мы красим машину целиком, естественно, нам не надо ее сегодня отдавать, скорее всего, да, если это не угнанный автомобиль, который мы перекрашиваем. Вот, поэтому, У нас так часто было. ну, тогда можно тоже использовать. На Кавказе. Поэтому, когда красим машину целиком, нам не столько важно время, сколько уже какие-то другие свойства этого лака и цена в том числе. Тогда мы за скорость просто, нам нет смысла переплачивать. Мы за нее переплачиваем, когда мы используем быстрый лак. Мы за нее платим тоже. В плане локального ремонта, то есть заезжает машина, 5 минут, вот лак, да? То есть и можно машину отдать. То есть в этом плане скорость, то есть за короткое время большее количество денег. Ну, это тот случай, когда время работы, оно, то есть ваш заработок покрывает расходы на материалы, легко вообще покрывает. И у нас вот в Москве есть компания Автофастфикс, называется, которая локальной окраской занимается. У них в среднем там цена этого пятнышка 10-15 тысяч. еще скажите, пожалуйста, в спектрале, как этот лак 5-минутный называется, если он есть в этих линиях? 5-6-5-2-0 спектрале. Как 5-2-0? 5-6-5. 5-6-5-2-0? Да. А 5-6-5-0-0. 5-6-5 это 15 минут. 5-6-5 15 минут, 5-6-5-2-0 это 5 минут. 5 минут назад.